Привет, друзья! Это Лена, и я предлагаю вам здесь посмотреть такую интересную тему. Стоит или не стоит делать покупку во время ретроградного Меркурия? Например, вам предстоит сделать какую-то крупную сделку, крупную покупку, принимать какое-то решение, стоит это делать или нет. С левой стороны и с правой, это гадание онлайн, будет два расклада. Я вам предлагаю смотреть все видео, конечно, и можно будет выбрать потом. Вначале посмотрите, что предложит левый или правый расклад. Или же выберите себе левый или правый расклад, но просмотреть в любом случае нужно все видео по той причине, что видео сделано целиком. Ну вот, карты уже хотят говорить, и вот вышли эти три, я их и возьму. Хочу сказать, что если у вас в натальной карте, в карте рождения Меркурий ретроградный, то, в общем-то, он на вас не влияет так, как на людей, у которых в карте рождения прямой Меркурий. У многих ретроградный, поскольку Меркурий ретроградный 3 раза в году, по 3 недели, и это довольно большое время. О себе могу сказать 2 слова, что самые лучшие свои покупки я делала именно на ретроградном Меркурии. Так что у каждого по-разному, да, девочки и мальчики. Что происходит, когда ретроградный Меркурий? Во-первых, он ближе к Земле, то есть вам хочется покупать, у вас будет желание купить больше, чем обычно, потому что Меркурий ретроградный, как и любая ретроградная планета, ближе спускается к Земле. А Меркурий – это символ ипостаси самого Творца в таких сферах, как разум, да, ментальная деятельность, контакты, умение делать контакты не только торговые, но также и деловые, и любовные, любые контакты. И также исцеление, это великий врач. Поэтому в это время, наоборот, у каждого свое. Еще, когда Меркурий ретроградный, он как бы к нам спиной стоит, да? Он не лицом к планете, а спиной. То есть, когда покупаете, будьте аккуратны, внимательны, но покупать вам или нет, то или другое, если крупная покупка намечается во время ретроградного Меркурия. Мы сейчас посмотрим на картах. Интересно, что скажут карты по этому поводу. Ну вот, пожалуйста, карты Таро, первая карта. И я буду смотреть только прямые в этих рамках. По-моему, у меня карты все прямые. Нет, у меня они тоже перевернутые. Перевернутые тоже здесь есть. Поэтому я буду и прямые, и перевернутые смотреть. Карта вышла перевернутая. Ну вот, девочки, мальчики, смотрите, не купите ничего лишнего, да, это все-таки паж. А паж – это молодая энергия, такая энергия горячая, да, когда нам что-то, мы думаем, что нам это необходимо сейчас, мы можем как бы сделать необдуманную покупку, лучше соразмерить с вашим кошельком, подумать, здесь все, сделать себе список за и против. То есть придать этой карте, я ее в любом случае в прямом буду выставлять здесь, потому что она и так будет для вас работать и в прямом, и в перевернутом будет давать значение свое. Вот, так что здесь выходит, она вышла перевернутая. Не сделайте ошибку, потому что очень хочется. Очень хочется – это не повод для покупки, нет. Очень хочется что-то купить – это повод, чтобы поразмышлять на эту тему. А если очень нужно, вот это повод для покупки. Меч – это, конечно, обдумать все. Не рубить с плеча, хорошенько просчитать за и против. А что скажет символон, первая карта? Символон говорит, ну, символон только, кстати, только в прямом движении смотрится. И здесь, смотрите, если что-то касается семьи, дома, детей, родителей, смело покупайте. Если что-то касается благоустроить ваш быт, да, чтобы вам было приятнее жить здесь и сейчас, потому что живем мы здесь и сейчас. Завтра, конечно, все будет хорошо, но здесь и сейчас нужно заботиться. Так что это очень хорошая карта, если что-то для любимых, для себя, для того, чтобы приятнее было жить. Конечно, можно запросто покупать. Что говорить здесь? Потом я просуммирую все. Вторая карта, второй, тоже перевернутая, это башня. Но карта башни, если она прямая, она хуже, чем перевернутая. Если прямая, то осторожно, не лезь, да, там током убьет. То есть это карта, когда все рушится, и нужно дать ему разрушиться и уйти, чтобы новое на этом созидалось. А перевернутая говорит, что ну, если вам уже вот так не имется сейчас, очень нужно, очень хочется это купить. Эта башня, карта говорит, будьте аккуратны,
потому что то, что вы купите, может потом разбиться, ну, испортиться. Как принято, такое клише, эта карта как бы это клише объясняет, что во время ретроградного Меркурия ломается техника. Конечно, это все неправда, не вся техника ломается во время ретроградного Меркурия. Если техника очень хорошая, она не сломается. Но перевернутая карта башня говорит, опять вот подтверждает карту Паж меча, что ваше ваше решение купить, оно может быть непоследовательным, оно может быть скоропостижным, необдуманным, и необходимо не торопиться, а все как бы просчитать, да, за и против, потому что действительно в этом случае, как еще раз повторяюсь, не вся техника ломается или плохая на ретроградный Меркурий, но именно в этом случае, если вы выбрали левый расклад, это может быть вот этот вариант, что сломается что-то. Что скажет Символон, вторая карта? Интересно, спящая красавица вышла, да? Не торопись, называется. Дождись своего принца, который тебя разбудит. То есть дождаться нужно этого момента, когда эта вещь будет по лучшей цене, можно сказать, да? То есть здесь можно загадать три покупки. Вы хозяин-барин, вы выбираете, как делать. 3 карты. Дождаться можно лучшего момента, лучшего времени, когда эта покупка может быть по лучшей цене, может быть именно вот тогда, когда вы хотите ее купить, цена сильно завышена. Вообще на все цены очень-очень сильно завышены, нужно знать, да. Вот распродажа 80%, это уже ближе к делу, цена любого продукта. Но мы должны знать, что, к сожалению, так устроен мир очень несправедливо, и люди, которые производят в поте лица своего тот или иной товар, они получают очень мало, а в основном это накрученные проценты у продавцов, у всевозможных компаний, которые привезли и продают, и, в общем, вот эта вся вещь. Так что, не на все, не на все товары, где как по-разному, но во всяком случае это примерно так. Плюс на товаре любом есть наценка государственная, то есть такой налог на товар, это еще выше, еще. Мы, как говорят люди, знаете, те рабы или же вот до революции, как были рабы, да, мы такими же точно рабами остались. Абсолютно то же самое. С нас сдирают по полной программе, и то, что мы зарабатываем, в принципе, остается, наверное, 10% в развитых странах у вас в руках. Все остальное, там налог, там продавец, там еще. В общем, сдирают буквально все, и на человека остается буквально мелочь. Что я хочу сказать? Такая жизнь, во-первых, и сетовать об этом не стоит. Немножко с юмором на это смотреть, как я сейчас это сделала, это, наверное, лучше всего. И знать, что такая жизнь, да, если мы хотим хорошей дороги, если мы хотим полицию некоррупцированную, если мы хотим здравоохранение более-менее, это цена, которую мы платим, что делать? Но это зависит от того, в какой стране вы живете. Ведь в разных странах налоги абсолютно разные. Но человек должен чувствовать себя хорошо, что я все оплатил, я теперь никому ничего не должен, да, но это вот плюс в этом. И когда остаются там денежки, что вы все заплатили, остались денежки у вас, вы смотрите, совсем немного, и вы идете в магазин, покупаете очередную сумочку, не делайте этого, потому что она вам точно не нужна. Эта сумочка, когда пойдет на распродажу, она будет стоить 80% off, то есть дешевле. Девочки, я читаю канал «Карты», я не высказываю никакие политические мнения. Кто меня не понял, это что я могу сделать? Каждый человек слышит что-то свое, да? Это абсолютно... Не отменяйте слова от этой карты «Спящая красавица», что нужно подождать, когда вещь станет дешевле. Вот и все. Здесь можно 3 вещи загадать. И здесь 3 вещи, 6 вещей, покупать или не покупать. А теперь я посмотрю Таро, вот эту вещь. Вещь, которую купить, нужно или нет. Тоже перевернутая карта. И вот это очень хорошая карта, это карта возрождения. Та покупка, на которую вы сейчас рассчитываете, то, что вы наметили, это может вам очень сильно помочь. Например, вы хотите действительно переехать в лучший район города. Заметьте, что транспорт, так, авто, машина, да, это не роскошь. Это может быть, чтобы впечатлить клиента там в каком-то бизнесе. Это только некоторые... жалко мне таких людей, по которым так приходится изощряться, чтобы
Понимаете, это очень сложно. На самом деле транспорт – это средство перемещения, и эта карта говорит о транспорте. Да, здесь, если это транспорт, вы загадали машину, то есть Архангел Михаил здесь с трубой поднимает вас, возрождает к жизни. Он говорит, что на машину не тратьте много денег, потому что машина, как только она первый раз выехала, она уже стоит в половину дешевле. Да? Машина – это не роскошь, это только средство передвижения. Но есть богатые мира сего, для них это статус, может быть, а для нас, простых людей, если в вашем районе очень сложно работает транспорт городской, вам машина, скорее всего, нужна, вы надумали ее купить, но перевернутая карта, знаете, что не нужна вам дорогая машина, должна она работать хорошо, да, если это так. Если нужно, покупайте, но не переплачивайте. Карта перевернутая. Это большая покупка какая-то, наверное. Кстати, вот эти две карты – это на большие покупки, потому что это старшие арканы. И обе карты перевернуты вышли. И башня, и карта суд. Обе говорят о том, что вот если это вам очень нужно, например, дом, да, вы долго искали, и наконец вы чувствуете, но это точно то, что мне нужно. И не нужно думать, что, ой, ретроградный Меркурий, я подожду. Вот Меркурий пройдет, а потом такого дома по такой цене не будет. Уже цены будут выше, и вы будете жалеть. Взвесьте все за и против, да, при покупке дома не так все просто, кое-что за, кое-что все против. Одни плюсы не бывают, но вам карта говорит, что обдумайте все. Но потому что вышел старший аркан, покупку можно делать, но нужно очень аккуратно, если это крупные покупки. Вот эти две крупные покупки. А здесь более мелкая покупка. Теперь возьмем еще вот эту, посмотрим. Карта Символон, третья покупка с этой стороны. У нас 6 покупок получилось, да, такое интересное видео. Смотрите, опять семья, опять достаток, опять счастье, любовь. Все для любви. Это может быть кто-то наметил купить подарок или детям, или родителям, или любимым, или себе любимой. Стоит покупать. Стоит покупать. Это вам нужно сейчас. Не думайте, что ретроградный Меркурий, поэтому будем жить завтра. Нет, так не работает. Жить нужно здесь и сейчас, сегодня. Вот такой абсолютно классный расклад, на мой взгляд. Он конструктивный. И я еще раз его, конечно, просуммирую. Здесь, на мой взгляд, не нужно карт добавлять. А вы уже напишите в комментариях, я узнаю, что вы об этом думаете. Ну, вот здесь 3 покупки было на Таро. Вы могли себе загадать разные покупки. И первая карта, Паж меча, сказала, что это, скорее всего, вот горячая голова. Да, хочется, но, может, без этого можно обойтись. То есть с этой покупкой, потому что перевернутая карта вышла, нужно или подождать, или же обдумать все за и против, или, может быть, вы найдете такой же товар, но дешевле. В общем, не горячитесь, вот, потому что пажи, они все горячие, особенно паж меча. Это когда вот захотелось, засвербело где-то в одном месте и все, да. Ну, у нас у всех бывают такие моменты, да. Но с возрастом, наверное, это уходит уже и не свербит больше, а мы уже более такие как бы люди последовательные. Но здесь непоследовательные мысли, то есть мысли вот хочется и все. А потом карта башня, это уже вторая покупка, она вышла перевернутая, и она сказала, что эта вещь может сломаться, эта вещь может быть некачественная, или на ней может быть накручена сильно цена. А третья покупка тоже большая, вот эти 2 крупные покупки. И карта Возрождения, конечно, ну, Страшный суд, это и есть карта Возрождения. Она лучше намного, чем карта Башня. Страшный суд – одна из лучших карт в колоде, а Страшный суд – это самая плохая карта в колоде. Так что карта Суд говорит, что, и, скорее всего, это вам нужно купить, но нужно обдумать все. Перевернутая карта, не торопитесь. В смысле, что не торопитесь? Но не торопитесь покупать перед тем, как не обдумали. Ну, может, вам одна ночь нужна на обдумывание. Но серьезно обдумайте. И тоже посоветуйте здесь Архангел Михаил с людьми, которые компетентны в этой области или со своими родными. Знаете, агент – это некомпетентный человек. Нет, у него одна компетенция, конечно. Ну, конечно, продать. Но это правильно, это такая у него работа, да. Так что их за то, что они продают, нельзя осуждать. Но вы должны тоже свой кошелек беречь и свою голову иметь на плечах, правда? Так что не нужно думать, что агент вам даст какую-то информацию. Сейчас все at your fingertip.
Вообще, на мой взгляд, можно было бы уже без агента обходиться. Если такая сумасшедшая цена на недвижимость, люди зарабатывают неоправданные деньги. Ну, кто столько работает? Это что такое? Там, получается, в час 10 тысяч долларов или 20 тысяч, если посчитать, сколько агент на вас потратил. Это ну, нереально совершенно. Там что-то не то происходит сейчас, что-то неправильно. Это должно меняться. Но это тоже, я считаю, канал карт. Архангел Михаил говорит: слушай меня, а никого другого, не слушай продавцов. Ну, знаете, любая профессия хороша. Человек каждый на своем месте, каждый хочет заработать. Это все нормально, но есть предел, да, совесть нужно иметь, как говорится, карту, я считаю. Я свое мнение не высказываю. Так что, если это касательно дома, касательно большие покупки здесь, вот эти две, по карте страшный суд, если эта покупка действительно большая, то нужно вам компетентные opinion, то есть advice компетентный, его можно получить только из прозрачных, транспарентных источников, которые есть дата по поводу этой недвижимости, такая дата есть на интернете, ее можно найти, можно обратиться, конечно, всегда нужно к адвокату обращаться. Без адвоката ни одна сделка не должна заключаться. Архангел Михаил здесь выступает в образе адвоката, но это уже понятно, да, это уже следующий шаг. Перед тем, как вы решите это покупать, дату найдите и прочтите хорошо, сравните маркет сами, не нужно только, пусть агент вам расскажет, ничего страшного, пусть, да, но тоже не думайте, что на этом нужно заканчиваться, чтобы все заканчивалось. Вам нужно свою информацию иметь, которая незаинтересованное лицо должно. А это Google, незаинтересованное лицо. Там все есть. Вот у нас теперь эти сайты по недвижимости, только один сайт есть официальный. Там вся дата есть. Вам не нужно, чтобы вам агент рассказывал, когда-то дом последний раз продали, за сколько продали дом сравнительно такой же недавно, в том же районе. Это все есть, а нужно этими сайтами только уметь пользоваться. Я уже вот на этом собаку съела. Там столько всего есть, вся информация. Вам не нужно, чтобы вам ее давали. Ну пусть дают, но вам тоже нужно свое сравнить. То есть имейте свою голову на плечах, говорит карта суд, обязательно. Но эта покупка, наверное, вам нужна, и вы правильно сделаете, что купите. Не зря же вышла такая карта возрождения. Это вас возродит, даст вам силу, и вы будете потом довольны. Потом слева, я просто теперь делаю резюме, вышло 3 карты из символон. Первая карта, если вы загадали какую-то покупку на ретроградный Меркурий, нужно брать, потому что это вам очень нужно, и это для вас будет хорошо, принесет вам много радости. Вторая покупка – это спящая красавица. Вот здесь подождите, может быть цена на эту вещь. Это мелкая вещь, это не такая большая вещь. Цена может быть ниже, если это будет на распродаже. И третья вещь, вот здесь тоже вам много радости и счастья принесет. Вы будете очень довольны, что купили. Вот и такое видео. Я такие видео делаю редко. Но, вы знаете, на тему ретроградного Меркурия интересно порассуждать, потому что это одна из ипостасей, которая нам, простым людям, объясняет, что такое Творец в нашей Солнечной системе. То есть та сила, которая держит нас. И вот мощь Творца, она выражается, в Солнце, конечно, да, и еще в 6 планетах, которые видны невооруженным взглядом. И это как мы изучаем что-то большое, которое мы не можем сразу все увидеть по частям. Но это Бог единый, да, естественно. Потому что мы как муравьишки такие. Муравей же не может человека целиком увидеть, никак не может. Вы можете с этим сравнить, да? И как муравей может объяснить человека? Он может там ногу объяснить, потом руку, потом голову. То же самое и планеты. По этой причине Меркурий, конечно, отвечает прежде всего за контакты с другими людьми, правильные контакты. Ведь правильные товарно-денежные отношения – это честные отношения, и они с любовью беру, с любовью получаю, да, мало где в мире такого есть, но было бы хорошо, если побольше этого было. И я знаю, что в век Водолея этого будет побольше, и мы будем жить в лучшем мире, это 100% гарантированно. Так что, не будем сетовать на судьбу, да. Вот, и опять же здоровье.
Когда ретроградный Меркурий, что касательно здоровья, я бы сказала, что в это время может сложно диеты какой-то придерживаться. Диета в смысле диетическое питание, правильное питание. Могут мысли приходить съесть что-то ненужное чаще, чем обычно. Или же, например, там полениться, не двигаться поменьше. А вот медленные мысли – это хорошо, потому что у нас, у людей, обычно слишком много мыслей, почти у всех. Поэтому во время ретроградного Меркурия должна голова отдыхать. Думать то, что в кайф, не напрягаться, не возбуждать свои мысли, а говорить себе: не очаровывайся ничем, не восхищайся ничем особенно, не возмущайся ничему особенно, ни негативе, ни позитив. То есть больше такой ровно дыши ко всему. Это важно знать. Именно ретроградный Меркурий учит нас ровно дышать по отношению ко всему. Даже к тому, чего нам очень-очень хочется. И поэтому вот во время ретроградного Меркурия можно к покупкам относиться более осознанно. Вот для этого я сделала видео, чтобы оно вам обязательно помогло, чтобы вы были у меня все здоровые, счастливые, богатые, обязательно благополучная и достойная была у вас жизнь, в достатке, чтобы вы жили. Да? Ретроградный Меркурий, ведь он тоже говорит, что больше денег будет в кармане, значит больше достатка. Потому что Меркурий — это тоже ипостась Творца, который отвечает за торговлю. То есть, опять же, правильную торговлю, с любовью дал, с любовью получил. Это абсолютно правильно. Ну и тоже совесть нужно иметь, как говорится, да. Я знаю, что на интернете я иногда вижу просто, если человек знаменит, так у него там цены до 1000 евро, что ли, за консультацию. Сами подумайте, что это значит. Это безумие полное. Или, например, как я уже сказала, я про Канаду говорила, о недвижимости. Но это только о Канаде я говорила, потому что я здесь живу. И когда шла речь о карте суд, мне нужно было вам объяснить, да. Вот так здесь. Я жду ваших комментариев. Будет очень интересно, как вам это видео помогло. Я знаю точно, что поможет. И будем видеться. Приходите всегда, когда вам нужна помощь. И просто беседа с честным, преданным вам другом. И заметьте, я не продаю ничего, ни консультации, ничего. Я сделала уроки. Это продукт моего труда. Как у художника костюм, у портного костюм, у художника картины. Поэтому это от автора, это не продажа. Продажа — это когда человек купил дешевле, продал дороже. И опять же, в этом ничего плохого, наверное, нет. Хотя в наше время теперь уже, я думаю, что идет к тому, что все будут от производителя покупать, и это, скорее всего, правильно. Потому что тот, кто сделал эти башмаки, на мой взгляд, должен больше всего денег получить. А, к сожалению, он получает гроши обычно, да. Вот такие, девочки, у меня к вам. Я читала каналы карт. К вам беседа и интересное видео, надеюсь. Будем видеться. До новых встреч.